Всем хай, привет и коничева. Сегодня я хочу рассказать о том, где могут подрабатывать студенты, приехавшие в Японию со знанием, либо же без знания японского языка. Я приехала в Японию в октябре 2020 года. Тогда это был еще пик короны, и на самом деле границы были закрыты. Буквально на месяц или даже несколько недель их открыли. И вот в этот вот маленький промежуток я успела скачать в Японию. Буквально через, наверное, 2-3 недели границы снова закрыли. На тот момент я полгода училась в языковой школе, но онлайн, как раз таки по той причине, что границы были закрыты, я не могла въехать. То есть у меня был уровень примерно начальный N4, что значит, что я еще не особо говорила по-японски, не особо понимала по-японски, но более-менее какие-то базовые вещи уже понимала и могла говорить. Практически сразу же после того, как я здесь оказалась, я начала искать подработку. Первое, что я сделала, я пошла в, наверное, это называется агентство, где помогали, в том числе иностранным студентам, найти подработку. Мне кажется, она называется Hello Work. Может быть, у них несколько филиалов, но я ходила тот, который на Синдику. И там несколько дней подряд я туда приходила, и мне искали какие-то вакансии, выдавали такой напечатанный листочек. Как правило, прямо в этом же здании, пока я там сижу, звонили по телефону и говорили: вот здесь такая-то, такая-то, хочет к вам на подработку. Часто просили дать мне трубку и какую-то спрашивали информацию, и на тот момент я помню, что мне еще сложно было даже вот так, по телефону какую-то базовую информацию сказать, то есть, понять еще, что они меня спрашивают. И плюс практически на каждую вакансию требовалось знание японского на уровне N3. Они это прям прописывали в требованиях. То есть у меня еще не было N3, и вот спустя несколько дней попыток я поняла, что, как-то небольшие шансы здесь что-то ловить. Я поэтому сдалась и решила, что я сама найду подработку. Я подумала, что я могу делать без знания японского языка, но со знанием русского языка. И, первое, что мне пришло в голову, это учить русскому языку студентов. Я не помню, как я узнала об этом, но я знала, что в Токио есть школы русского языка для детей-билингвов. Я начала просто гуглить школы русского языка в Токио, и я нашла несколько школ, буквально, наверное, парочку. Я зашла на веб-сайт каждой из них и решила написать, одну из них, которую я подумала, что, наверное, я почувствовала больше коннекта с ней, решила туда написать и подумала, если не получится, то напишу еще в другую. Но мне быстро ответили, попросили прийти на собеседование. Так что я пришла на собеседование, меня взяли. И таким образом, получается, наверное, с ноября до апреля, да, практически 5 месяцев где-то я работала в той школе русского языка. Но это была прям очень маленькая подработка. Я работала там 2 раза в неделю, и где-то вот в понедельник у меня был 1 час, я вела музыку, так как я играю на гитаре и на фортепиано, то есть проводила детям распевки, и мы учили с ними какие-то песни там на гитаре. По субботам я работала 3 часа, из которых 1 час был как стажировочный неоплачиваемый, и 2 часа оплачивались. Ставка в том месяце была 1000 йен в час. Таким образом, я зарабатывала 3000 в неделю или примерно 12 тысяч в месяц, что, на ваши транспортные расходы, наверное. Но я хочу, кстати, сказать, что с той школы до сих пор у меня есть какие-то очень особые воспоминания, одни из самых счастливых вот за тот период в Японии. Вот самое главное — это то, что мы в апреле или в марте мы ездили в лагерь на Сакуру. О май гад! Это было очень красиво, то есть, во-первых, это было весело, там мы детям всякие игры устраивали, спали в палатках, но самое классное — это то, что мы гуляли, там парк такой большой-большой, то есть лагерь, он как бы в лесу, но специальное лагерное место, то есть оно хорошо там обустроено, оборудовано, все дела, и там как такой большой очень парк, и в цветение сакуры, то есть там все заполнено сакурой, и мы катались там на велосипедах. Другая вожатая была моя подруга, и поэтому тот, наверное, момент, когда ты едешь на велосипеде, и на тебя как снег, вот это лепестки сакуры, до сих пор одно из моих самых таких красочных, любимых воспоминаний за все время, что я здесь в Японии.
получается, за 2 года. Также другие там были моменты, нужно было организовывать мероприятия, утренники для детей, новогодние, например, спектакли мы тоже какие-то там ставили, концерты. То есть, да, денег было мало и недостаточно для того, чтобы жить, но это был действительно такой интересный, красочный опыт. Но со временем я поняла, что да, мне надо больше денег. Так тяжело мне, моим родителям. Поэтому я ушла с той подработки. И сначала я попыталась просто ходить напрямую в комбини, то есть магазины, которые работают 24 часа в сутки в моем районе. Я просто туда приходила и спрашивала: вы не ищете сейчас кого-то на подработку? К сожалению, мне везде ответили: нет, мы не ищем. Но один сотрудник был очень добрый парень, и он так, ну, искренне как бы сопереживал, что вот я ищу подработку, дал мне какие-то журнальчики тоже, чтобы я могла там что-то поискать. Следующий шаг, который я решила сделать, я пробовала работать онлайн. Во-первых, сначала я прошла курс по коучингу, то есть он длился год, то есть вот параллельно с тем, что я работала в школе русского языка для детей билингвов, я также училась на коуча. И вот, отучившись год, у нас было очень много практики друг с другом. И я тогда попробовала, ну, вести платные сессии, и, ну, на самом деле я провела только несколько, и тоже заработала там какие-то несколько тысяч с тех сессий. И после этого я еще проходила курс Инстабосс у Марго Савчук и Данила Матухно про заработок в Инстаграме. И тоже я брала одного клиента, но это тоже было что-то вроде стажировки. И там тоже какие-то были очень маленькие деньги, что-то типа 1000 рублей за там пару недель, которые мы работали, причем очень интенсивной работы. И, честно говоря, вот после того опыта я такая: no way, never again. Это все тоже варианты заработка, то есть я вам сейчас говорю, что да, я на том, например, опыте сильно не зарабатывала, но у меня не было такой вот прям, наверное, мотивации, такого прям желания, прям точно вот именно в это идти и именно там себя развивать и строить на этом заработок. Я на тот момент просто искала себя, щупала где как, и, ну, тогда вот то, чем я занималась, там, коучинг и контент-менеджер в Инстаграме, я поняла, что, ну, немножко, наверное, не мое, по крайней мере, не на тот жизненный этап. Следующее, чем я занималась, это репетиторство. Кстати, я слышала, что почти все иностранцы через это проходят, но это репетиторство. Я преподавала английский и русский язык, и это тоже был очень интересный опыт. Все мои ученики, ну, это были взрослые люди, уже не дети, да, то есть сначала мой первый опыт был работа с детьми, и теперь уже я работала со взрослыми людьми. Большинство из них были там от 30 лет и старше. Все они тоже были очень милые, очень хорошо ко мне относились. Кто-то покупал даже там чай, кофе на наши занятия. И плюс, ну, как бы у меня была ставка, по-моему, 2000 за час. Какое-то время я поработала вот репетитором. И уже потом моя первая такая, ну, подработка, это был белорусский ресторан, и я там работала на кухне. Почему этот вариант идет, ну, и русским студентам, либо же, если я просто еще тут английские субтитры вставляю, если вдруг смотрит кто-то не из России, но вы также можете работать в Инстаграме, в ресторане вашей кухни национальной. И, как правило, в таких ресторанах работают люди, ну, национальности ресторана. Не всегда. Например, в Токио есть много русских ресторанов, где работают японцы, но также есть много русских ресторанов, в которых работают только русские, или русских магазинов тоже. То есть вам не нужно говорить с вашими коллегами на японском языке, потому что они русские, вы говорите на русском. Плюс то, что я работала на кухне, то есть если бы я работала официанткой, мне бы нужно было говорить с японцами на японском языке, но так как я работала на кухне, соответственно, тоже мое взаимодействие ограничивалось только русскоговорящими коллегами. И это была тоже потрясающая подработка. Там я проработала 6 месяцев, а потом ресторан просто закрыли. Там уже платили 1100 в час, и я зарабатывала, ну, в среднем где-то 120 тысяч в месяц, 125 тысяч в месяц, когда были сильно загруженные месяцы, то есть мы работали прям практически без выходных, тогда
заработок выходил там 140 тысяч, и самый рекордный мой заработок в том ресторане был 170 тысяч. После того, как ресторан закрыли, нужно было снова искать подработку. Тут уже мы переходим в следующей ступени, когда уже я работала, используя японский язык, а не русский язык. То есть вот у меня ушел примерно год или полтора, пока я вот набиралась вот этого опыта и параллельно учила японский язык. Так что вот моя следующая подработка была и все еще есть. Одна из моих подработок — это караоке-бар. Ну, во-первых, это бар, поэтому нужно делать напитки, но на самом деле он еще называется, кстати, снэк-бар, то есть там не подаются какие-то основные блюда, там не подаются какие-то суперсложные коктейли, это просто что-то в виде там хайбол. То есть это какие-то очень примитивные коктейли, которые вы можете сделать. И также в мои обязанности входит разговор с посетителями и создание такой дружелюбной, какой-то светлой, открытой, веселой атмосферы. Это также караоке, как я упомянула, то есть посетители, они поют караоке, и также нужно там хлопать как-нибудь, просто поддерживать их. Такого рода подработка. Оплата 1200 йен в час. И плюс там еще есть надбавки. Если, например, клиент покупает мне коктейль, то есть покупает для меня напиток, то идет процент тоже мне какой-то от этого напитка. Ну и как везде, проезд на всех подработках он оплачивается. Потом я пыталась уже работать в комбине, и это, кстати, очень распространенная подработка среди иностранцев, работа в 24-часовом магазине. Первый раз я говорила, у меня не получилось устроиться в комбине, но второй раз моя подруга работала в комбине, поэтому она меня порекомендовала, и меня туда взяли. Но я там проработала только 3 дня, и ставка, по-моему, была 1040. Кстати, я очень удивилась, потому что когда я работала в ресторане за 1100, ну, я считала, что это, типа, относительно минимальная ставка для Токио, а как оказалось, нет. То есть 1100 — это еще довольно неплохо, а вот в большинстве комбини, либо супермаркетах, если вы тоже работаете в супермаркете на кассе там или как это, поставщик, не знаю. Короче, на большинстве других подработок ставка 1040 йен в час. Вот. И я очень удивилась, потому что это очень мало на самом деле. Для Токио это очень мало. Но это была не главная причина, хотя это тоже одна из причин, почему я не хотела там работать больше. Я проработала там 3 дня, где-то по 6-7 часов в день. Во-первых, мне не заплатили за эту подработку, хотя, то, что я проработала 3 дня, не знаю, у нас не было договора, что это какая-то стажировка неоплачиваемая, мы ничего это абсолютно не обсуждали, но мне просто не заплатили. Так получилось, что я поймала корону. То есть я отработала 3 дня, и потом мы уезжали с моим колледжем тоже на 3 дня куда-то, короче, уезжали, в лагерь. И когда мы вернулись, мы все слегли с короной. Карантин при короне 10 дней. И когда вот этот весь промежуток закончился, у меня уже начиналась стажировка в отеле с августа. И получается, что я уже не могла работать в комбине, то есть либо могла с сентября начинать, то есть эти 3 дня, которые я поработала, были где-то в начале июля, вот. Ну и как бы уже не было смысла. Плюс я потом другую подработку нашла, поэтому поработала только 3 дня. Как я сказала, моей следующей подработкой стал отель. Сначала я туда попала на стажировку через свой уже колледж. Они предложили стажировки в отеле. Я рассылала резюме в 3 отеля, и один из них мне ответил. Так я попала на стажировку, которая длилась месяц. Когда стажировка закончилась, я попросила остаться на подработку, и меня взяли. И, несмотря на то, что это отель, я работаю в отделе Food and Beverage, соответственно, в ресторане, но уже официантом. Вот. И ставка в отеле выше 1200 в час. Я не говорю, кстати, сколько там в месяц получается, просто потому что сейчас трудно мне отследить, потому что у меня 2 подработки, это отель и караоке-бар. Примерно, вот работая в караоке-баре, у меня в месяц выходит где-то 30 тысяч, а отель в месяц не знаю, сколько будет выходить. Только вот с этого месяца начала работать по 4 раза в неделю. До этого мне давали смены там раз в неделю, потом 2 раза в неделю, потом 3 раза в неделю, и поэтому вот эта сумма за месяц, она очень варьировала. Раз-два раза в неделю, если работаешь, то где-то от 70 тысяч йен в месяц,
И чем, дольше работаешь, тем там больше. Не знаю, сколько у меня сейчас будет выходить, 120, может быть, тоже. Что-то в этом районе. В общем, вы сами можете посчитать, сколько вам нужно работать в месяц, и 1200 в час, сколько там у вас будет выходить. Плюс, естественно, как обычно, проезд, все это оплачивается. И у нас в отеле, кстати, даже еда. То есть мы можем кушать 2 раза в день, рабочий день, как бы бесплатно. Вот, собственно, это все мои подработки, и я уверена, что возможностей, конечно, больше. Наверняка вы можете что-то найти под себя. Подработки есть и для тех, кто владеет японским языком, и для тех, кто не владеет японским языком. Особенно вот сейчас, я думаю, что уже когда корона идет на спад, уже куча туристов снова приезжает в Японию. Наконец-то всем нужны люди, потому что в корону было сложно найти подработку, очень сложно, но сейчас это уже становится, я думаю, все проще и проще. Особенно иностранцы, говорящие на английском языке, проблем, думаю, не должно быть. Поэтому обязательно приезжайте. И если приезжаете, не бойтесь за то, что не получится найти подработку. Об этом нужно подумать, что вы можете делать. Вот вам пример вариантов. Желаю вам удачи и ничего не бояться. И всегда двигаться к своей мечте. Не сдавайтесь. И, кстати, про мечту. Я начала, собственно, этот канал, как вы знаете, как вы можете видеть. Очень долго это была моя мечта, и я на это просто не решалась, не чувствовала готовность, но потом в один момент почувствовала ее и начала снимать вот эти видео. В этом месяце одна из моих любимых блогерш на ютубе, Саша Орлова, она открыла новый поток курса по ютубу, и я его купила. Вот, я пока получила только половину, но я получу вторую половину до конца месяца. Вот, и так что я буду учиться еще лучше снимать, еще лучше монтировать, и поэтому надеюсь, что видео тоже будут становиться лучше. Не забывайте подписаться и поставить лайк под это видео, и написать свой комментарий, какие видео еще вам были бы интересны, и просто что вы думаете. Вот. И увидимся с вами очень скоро. Бай-бай!